Снимай пока штаны. Енотки, снимай, сука, штаны, блядь, пока я сама тебя с тебя не содрала. Перестань сопротивляться. Дай я тебе помогу. Наши губы соприкоснулись. Ой, красавчики. Разве я не предупреждал тебя, а? Беги, Друг. друг, волчик. А. Назвал домом. Входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне казалось, что иней покрывает мою кожу. Я стиснул кулаки. Мрак просочился в прохожую, а с ним, медленно планируя на ковер, влетали снежинки. Будто стая падальщиков, почуявших добычу. Я осторожно перешагнул порог. Вдруг услышал, что кто-то говорит на кухне, но это был всего лишь радиоприемник. Циклон, о котором мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. МЧС призвала жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. Сверху тоже доносились голоса. Заскрипели протяжно ступеньки. Я делал шаг, а сердце за это время успевало ударить 5-6 раз. Дверь родительской комнаты была отворена. В дне света выступал театр теней. Черные силуэты исполняли танец ненависти. Мамины кисти разметались по потолку, когда она шипела на отца, а он нависал, скрестив руки на широкой груди. Мы все в опасности, и все из-за тебя. И не ври, ты видел его в поселке. Он вычислил, где мы живем. Это был не он! Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Я побежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения, сыпали взаимными обвинениями. Отец низко по-звериному зарычал. Пусть они прекратят. Оля стояла в коридоре, прижав ладошки к ушам. Я отогнал видение, в котором сестру за мои грехи убивает ножом Ромка. Опухшая от слез личико заставила меня похолодеть. И почти вытолкнула из мысли образ скалящегося деда Харитона и скачущего на четвереньках Пятифана. Что случилось? Они разведутся. Я обнял сестру и прижал к себе. Язык отказывался повиноваться, искать утешение. Крики будто звучали сразу отовсюду, справа и слева, снизу и сверху, били по макушке. Ругань падала нам на головы, и мы прикрыли их руками, как спасают от бомбежки беженцы. Я хочу уйти. В свою комнату. Нет. Дальше. Отведи меня в Небыляндию. Ты обещал. Я осторожно отнял ее руки от ушей и повел мимо вибрирующей яростью спальни родителей. Из-за тебя! Ради кого? В эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и прислонился к дверям, колени подгибались. Почему тебя не было так долго? А вот. Я был в гостях у одних странных людей. Они тоже разводятся?
Не думаю. Что-то стукнуло о карниз снаружи. Оля вздрогнула и бросила взгляд на окно. Бам! Снежок повторно шлепнул в раму. Это Полина пришла. Ты ждешь кого-то? Я не ответил. Отпустил ее запястье, она вспыхнула испуганно, всхлипнула испуганно. Я прошел по комнате, морщась от каждого родительского вскрика. Билась посуда, папа с мамой переместились на кухню. Друзья, товарищи пришли! Я одернул штору рывком и рывком распахнул окно. Совушка, медвежутка, волчик и, конечно, пленительная Алиса все были в сборе и махали нам снизу. Оля ойкнула, завидев девочку-птицу. Я же говорила! Да, знаю, я тебе всегда верил. Кто они? Помимо страха в голосе звучало любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. У нас столько игр, не игр. Давайте только не во все игры играть, а то у меня лапка болит. По чуть-чуть, и потом отдохнем. Друзья! Выходите скорее играть и танцевать! При виде Алисы сердце забилось сильнее, а внутренний голос буквально кричал: «Наконец, она здесь!» Не знают, как попасть в Небыляндию? Я прикидывал, глядя на зверят. Может быть, пойдем и узнаем. Фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Мама лаяла на отца отрывисто, как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Пока мы вас домоседов ждали, то чуть не состарились. Она прижалась еще сильнее. Оказывается, ждать так утомительно. Фу, дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла куда. Оля смотрела на сову с подозрением, но хихикнула, когда та вдруг перекувырнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. Раньше я просто тебя боялась. Тебя испугала наша совушка? Может быть, у нее совофобия? А это лечится? Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Иначе с нами можно умереть от страха. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. И это после всего, что я видел в гостях у Полины. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку, журчание которой глушило все дурные мысли. Какие у вас красивые костюмы! Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. О, какая очаровашка! Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше?
Я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказал, обняв сестру: Давайте отойдем подальше. Запросто. Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Глаза сестренки округлились. Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфетку. Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно, я кивнул. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему? Ты мне не рассказывала. Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Слушая их ребяческую болтовню, я почему-то вспомнил Ромку. Как во время погони тот истошно кричал всего за пару минут до появления волчка. Что случилось с Ромкой? Поверь, он в порядке. Жив-здоров твой Ромка. Только такой вредина, как он, вряд ли получит от Деда Мороза подарок. Максимум горсть угля. Ну или по шапке. Медвежутка комично погрозил перебинтованной лапой, и зверята дружно расхохотались. Моя едва проснувшаяся тревога тут же забылась, улеглась. Хвостатое бестия. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом, точно факелом. Оля инстинктивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из гроба вторую конфетку. Вы такие бодрые, на вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь тоже. Скорее уж мне на голову свалится 3 кило конфет, чем я поверю в байки лисицы. Ой. Когда сладости стали падать на макушку медведя, я сам не удержался от смеха, как забавно он ойкал и вытягивал шею. Угощения переливались на снегу, медведь чихнул и достал из уха Мишки на севере. Я бы вздремнул часок, а уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алисы. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое пролетело возле моего виска. Я решил, что это снежок, но Оля вскрикнула. Зефир! Не подбирай, он испачкался. Ты что, веришь в микробов? А ты нет? Раньше верила. Стройные сосны-великаны встречали нас шорохом своих лап. Снег снова валил снизу вверх, а бескрайнее черное небо. Сугробы полыхали, точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала, в лесу страшно. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Ну а мы с собой играли в снежной чаще под луной. Я старался не упускать из виду Олю, но это было довольно сложно. Сестра то кидалась за кусты, подбирая все новые конфеты, то, смеясь, выпрыгивала на тропинку. Совушка пронеслась над нами,
села на ветку и заухала, мотая головой. Волчик скопал мордой снег, вытянул горсть жвачек и проглотил, не снимая обертки. У тебя будет несварение. Волк испугался и выплюнул жвачный ком. Враки, злые собаки. Нет никаких несварений. Вся эта чушь случается только со взрослыми. Алиса встала как вкопанная и важно отодвинула полог переплетенных веток, как в театре открывают занавес. За преградой была поляна, а в ней серебрился дворец изо льда. Это все взаправду? Защипнуть тебя. Не надо ее щипать. Мы смотрели на сверкающее чудо. Башенки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Где-то ласково звенели колокольчики, отчетливо пахло шоколадом и жженым сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь и жмурясь от слепящих искр. Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пушистые помпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Кого они там замаскировали? Он был таким, как я его себе воображал давным-давно, когда еще верил в мамины сказки. Высоким, сильным и косматым, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его густой и глубокий окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга. Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми, звонко, беззаботно, словно он ее родственник. Знаю, все знаю. Мне мои друзья докладывают. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел, мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до луны, но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. В его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал. Заслужили. Но есть правила. Надобно вам 3 дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. давай, коль не шутишь. Я не успел разлепить пересохшие губы. Тогда слушайте первую. В нем живут машины и хранятся шины. Хорошо.
Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плясали на стенах. Что-то тихо гудело, и я подумал, робея, что ворчат их желудки. Это ворчат их желудки. Верно. Где-то подвох, где-то подвох. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень, посудой гремит, на всех шипит. Я вопросительно вскинул бровь. Мама? Оля потянула руку. Можно я? Это кошка! Верно! Хо-хо! Осталась последняя загадка, и подарки ваши. Только вот незадача, ребятушки. Запамятовал я, о чем же была эта загадка. А может, наши друзья-зверята нам подскажут? Ряженые дети с гокотом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, смутно напоминающем пляску у моего окна ту злополучную ночь. Дед Мороз сидит на троне, пряча в бороду снежок. Не томи нас слишком долго, развяжи скорей. Шнурок. Мешок! Мешок. Дед Мороз засмеялся довольный. Убедили старика. Получайте. Получайте вы пинка. И он высыпал из багрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Сникерс, Milky Way, Спикерс или что там. Milky Way. Жвачки самых разных фирм и расцветок, вкусно пахнущие с торчащими вкладышами. Твикси. Киндер Сюрприз. Банан. Помело. Ну да, все эти. Леденцы размером с кулак и мандарины размером с соленую голову. А еще сникерсы, Марсы, Баунти, киндер-сюрпризы, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо! Я вытер рукавом выступившие слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая небыляндия, без унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Ой, как я сомневаюсь в этом. Дед Мороз распрямился, покидая трон, и развел руки над угощениями. Воздел руки над угощениями. Звери по бокам тоже подняли лапы. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрая от слюны. Да будет пир на весь мир! Звери, толкаясь, рыча, бросились поедать конфеты одну за другой. Рты у них были вымазаны чем-то темным. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Принять или отказаться? Вот в чем вопрос. Но мы до этого все время принимали. Отказываться сейчас немного глупо, хотя вот эта вся ситуация, конечно, она такая странноватая и непонятная как бы. Ну, хрен с ним, давай пойдем по этому всему принять. Попробуем.
Я вынул из груды сладостей на полу самую аппетитную конфету. Надкусил молочный шоколад таял во рту. С выбором вас поздравляю. Веселитесь в этот час. Я желания исполняю, сокровенные для вас. Антон, смотри! Личико сестры было перемазано шоколадом, и я уже собрался сделать ей замечание, но слова застряли в горле. Гигантская ель устремилась к звездам и исчезла где-то в космосе. Ее венчала круглая луна. Огромные шары сияли на Литве, а гирлянды переливались всеми цветами радуги. Крыша исчезла, и над нами раскинулись мириады созвездий. Музыка света, музыка смеха, аромат хвои и сладостей. А рядом писали медвежутки, царевки, волчки, самки, совушки. И снежинки падали задом наперед. Я засмеялся, потрогал пышного позолоченного мишуру. Все по-настоящему. Это что? Это она? Вы тут не про Нибелундию случайно говорите? Это и есть Нибелундия? Алиса манерно поклонилась. Шары переливались и мерцали, и моя душа мерцала и в унисон. Я становился зимним волшебным лесом, мягкой и ласковой хвоей, всеми созвездиями сразу. Добро пожаловать домой. Вот где всегда был мой дом. Снег искрился и слепил. Оля закружилась в танце, схватила по конфетке в каждую руку. Волчонок жонглировал киндер-сюрпризами. Ты видел? Приставки Тетрис и куклы и трансформеры лежали под елью, словно их грузовиками свозили сюда. Это все наше? Я понял, что тоже танцую, и ответил, не прерывая движений. Многовато для нас одних. Я бы поделился с кем-нибудь. А ты? Ну, если с кем-то хорошим. Какие-то дети стояли у кромки опушки, зачарованно глазея на праздник. Эй! А там как раз таки вот Рома, Вова, Катя и этот Семен, толстяк. Я прыгнул через всю поляну и плавно приземлился возле них. Хотите с нами? Можно? Спрашивайте. Дети взяли за руки, я повел их в цепочку к подаркам. Не было ничего лучше, чем вести кого-то по тропинке к мечте. Праздник наступил по-настоящему. В каждом празднике, как и в красивом яблоке, была чревоточина его скоротечность. Но здесь, под лапами величественной ели, праздник не кончался. Ты счастлив тоже? Я счастлив! В небе взрывались грандиозные фейерверки, озаряя танцующих. Глаза увлажнились, напружинились мышцы. Я запрокинул голову к луне и закричал от переполняющих меня эмоций. Ты счастлив, зайчик?
Я подпрыгнул до звезд и кувыркнулся. Мой крик слышала вся Небыляндия. Счастлив! И все, таблетки отпустили.